Я просто в шоке. 100 листов письмо. Смотрите, сколько бумаги, сколько это деревьев было уничтожено для того, чтобы мы написали возражение на наш долг. Здесь обоснование возражения, здесь все наши выписки со счетов, билеты, чеки, там все. Целая бухгалтерия получается. Это всего лишь за полгода. Представьте, я вчера целый день провел в составлении этих бумаг, нахождении и в кучу собирал. Представляешь, чиновник получает такую пачку бумаг. Такой, он не захочет это читать. Ну да. Это, блин, как роман. Короче, ты вчера написал книгу. Все, я писатель. Опровержение. Чем я не писатель? Блокбастер. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Нас зовут Виталий и Лада. И нас все спрашивают в последнее время, что вы будете делать с этим огромным долгом, который вам насчитал Джоб-центр. А мы не знаем. Видите эти два огромных письма? Это вы, наши зрители, нам посоветовали написать видершпрух, то есть написать возражение по этому поводу. Ну, как бы мы возражаем, мы не хотим платить. Вы нам посоветовали не только возразить, а вообще хорошо все проверить, правильно ли они нам насчитали это все, потому что очень часто бывают ошибки. Виталик вчера целый день закопался в эти бумаги. Я пересмотрел все цифры, которые они нам выслали, и обнаружил одну ошибку. Друзья, они сделали ошибку на 300 евро. Они написали, что в феврале месяце 2025 года мы заработали на 300 евро больше, чем фактически нам пришло на счет. Поэтому это уже есть причина послать возражение и пересчет. Но это не одна причина. Да, не одна причина. Наши зрители нам рекомендовали присовокупить все возможные траты, которые можно списать на бизнес. То есть все наши дорожные расходы, все наши расходы на гостиницы, все наши бумажные расходы. Знаете, сколько стоит вот это письмо? 10 евро только бумагу распечатать, плюс конверты, да. И таких писем мы за последний месяц отправили уже 4, по-моему, или 3. В общем, сейчас мы находимся возле Джоб-центра в Гёпингене. Вот он. И мы приехали сюда для того, чтобы конкретно в почтовый ящик положить наши письма, чтобы не терялось время. Ускоряем процесс, потому что времени на возражение выделяется всего месяца. Мы уже 2 недели потеряли. И сегодня нас ошарашила еще одна новость. Да, позвонил наш друг Даниил и говорит, мне пришло такое же шайзе письмо, а даже 2 письма, да? Говорит, и там большая сумма денег тоже Джоб-центр требует назад. И мы сейчас поедем к нему, будем спрашивать, какая сумма, что, зачем, почему. Ну, наверное, ситуация такая же, как у нас. Ну и вообще мы выяснили, что по Германии сейчас массово ведутся перерасчеты. Видимо, была дана такая команда. И у нас есть еще примеры людей, которые нам пишут и в комментариях, и в личку пишут, что перерасчеты повсеместно. Если вы помните, в одном из видео мы показывали нашего друга, художника Владимира, который рисует ртом. Так вот, недавно он мне позвонил и сказал, что у них была такая же история с перерасчетом. Им с женой насчитали очень большую сумму возврата, которую они возвращали около 7 лет. Представьте. В рассрочку, конечно, да, вот рассрочка это хорошо. Ну, они сказали, почти такая же сумма, как и у нас. Да. Они возвращали 7 лет. У них это вышло из-за ошибки биратора, представляете? То есть кто-то что-то неправильно записал, неправильно что-то было оформлено, и в результате получился такой большой долг. У нас есть знакомая, тоже беженка, и которая тоже рассказала интересную историю. В общем, пришли ей деньги из Украины. Там я не уточняла откуда, и она решила эти деньги сразу прийти, показать Джоб-центру, выслала все платежки, все, чтобы они пересчитали, так как она стоит на Джоб-центре. Ей пришлось упрашивать работников Джоб-центра, чтобы они пересчитали. Они говорили, нет,
нет, у вас все хорошо. Ей даже пришлось ссылаться на законы, потому что она точно говорит, я точно знаю, что вы должны пересчитать. А вы мне прислали платежку, полную сумму пособий. Но эта ситуация свидетельствует о том, что нужно самому все контролировать. Нельзя доверять никаким специалистам в джоб-центре. Если говорить коротко, что мы предприняли в этой ситуации? Во-первых, мы написали письмо в инкассо с просьбой о рассрочке, и теперь ждем их решения. Во-вторых, мы обратились за помощью к бесплатному адвокату, тоже написали письмо, и теперь ждем, дадут ли нам возможность с адвокатом пообщаться за 15 евро всего лишь. И третье, что мы сделали сегодня, вот сейчас бросили видершпрух, то есть возражение против суммы нашего долга с просьбой пересчитать наш долг по новой. Возможно, он от этого уменьшится. Да. Теперь осталось только дождаться их ответов. И когда они нам все это расскажут, мы тоже с вами поделимся. Мамусь, покажи, что ты для Якова навязала. Мы завтра едем в гости Ой, к Якову. а ты что? Да. Ну что? Ага, вот это вот на Манишка. шее, да? Манишка Манишка. называется. Манишка. Шапочка. Шапочка черненькая такая вот. Ой, вот так. А, вот еще одна манишка. Ну да, это для шапочки в комплект. Шлепанцы. Угу. Носочки. О, класс. Носочки то, что нужно. Носочки все любят, мам. Нужная вещь. Да. Ну, шарфик. Ой, шарфик, это класс. Завтра отвезем. Мы уже давно-давно хотим передать подарки эти. Что на самом деле мы хотели почтой отправить. Но Яков говорит, может, когда-то приедете. Вот мы дождались до того момента, пока мы решили приехать. А мы сегодня здесь собрались, у нас такой стол обильный получился, а мы просто пиццу купили. Совершенно неожиданно. Да. Мама спрашивает, а у кого день рождения? Действительно, так выглядит. А на самом деле мы собрались для того, чтобы у Данила спросить, что там тебе за письма пришли? Это шайсбриф. Я думал один, а оказалось 2 целых. Ну, будем надеяться, что все, что не делается, все к лучшему, конечно. Лада забила в искусственный интеллект, отправила на рецензию. Оказалось 2600 на минуточку. Я думал, что я должен за тот период, в который я работал, не будучи оформленным зельбштендигером. И думал, остальное они учли. Я же им писал уже, что я там буду зарабатывать, они учли. Но они что не учли, они нам как платили, так и платили. У них эта система такая инерционная. Ну да. Они как бы вообще не приняли во внимание, что мы там что-то зарабатываем. Нам шла вот там какая-то сумма, и так она и шла. А теперь через 2 года они типа сообразили. Через 2 года? Ну, через 2 года. Ничего себе. Уже ж 2026, а мне приходит там за 24. Пишут, что вот мы наконец посчитали, много заплатили. Ну, вам же ж так же. Нам тоже Вам же ж так за же. конец 24-го. Ну, если ты не работаешь вообще, если только получаешь пособие, то и нет проблем. Вот С тебя такая- никто не потребует назад. Но с тебя могут потребовать покинуть страну. Через 2 недели. А мы знали об этом. Нам говорили, если вы работаете, то с вас будет это вычитываться. Мы об этом знали. Но ты же смотришь, вроде нормально все идет. Год прошел, все нормально. И все, думаешь, ну и отлично. А нет, они просто очень какие-то такие тугодумы. Думали 2 года. Ну ничего, не будем унывать, садись, Ладусь. Давайте какой-то хороший тост тогда скажем, да? Ну за то, чтобы все к лучшему повернулось. Цумайнштосом. Будьмо.
Мы сегодня с Ладой решили проехать в город Крайсхальм. Это приблизительно 2,5 часа от нашего города. Там живет наш зритель, давний зритель. И кроме того, меценат, можно сказать, спонсор большой. Он нам подарил 2 кровати, на которых мы сейчас спим. Ну и много еще чего по мелочи подарил. Маме много ниток привез. В общем, он приезжал даже когда-то к нам в гости на полдня. А теперь мы хотим нанести ему ответный визит. Ну, не так, чтобы визит, а просто побывать в его городе. Он нас давно приглашал. Тем более мама навязала ему каких-то вещей красивых там. Хотели сделать посылку сначала. Да, мы хотели отослать это по почте, а он говорит, а вы что, так и не заедете никогда? Поэтому мы вот сейчас решили приехать и побывать в этом городе, вам показать. Посмотрите, какой старенький поезд. И он идет до Нюрнберга. От Штутгарта до Нюрнберга. Прямой поезд, это очень удобно. В Баварию можно ездить. А вон и Яков нас встречает уже, наш зритель. Но он, в общем-то, просил не снимать его. Заблюрим, не будем показывать вам человека. Не все готовы сниматься в кино. Яков, здравствуйте! Здравствуйте! Ты как девочка, слушай, такая маленькая. Так, вы это уже видели? Знаете, что это такое? Нет, это что? Это для чемоданов, скорее всего, да? Genau. Положи сумку, аэро поедет. Ну, давайте проверим, как это работает. Ух ты! Оно чувствует, да, когда... И вниз, главное, вниз стола, да, вот вверх можно. Ты ставишь чемодан, придерживаешь. Вот видите, это чемодан нарисован. Если ты сядешь, тебя оштрафуют. Вот это выход в город, что я вам сказал. Но мы поедем, я на машине. Ну так, вокзал, как вокзал. Хотя, как я уже вам объяснял, это важнейший, один из важнейших, так называемый Knotenpunkt, то есть узловая станция, куда сходятся из разных направлений. 7-й автобан, он находится там, где-то 12 километров отсюда, 15. Это граница между Баден-Вюртемберг и Баварией. Так что мы живем одной ногой в Баварии. Здесь живут так называемые франки. Франки? Франки. Кто такие франки? Ну, вы, наверное, слышали. Нет, я не знаю. Карл Великий. А, ну да, это... Основатель Франции. Причем французы его считают своим отцом, а немцы считают своим. Ух ты, Ну, это интересно. германские племена. Я слышал, этот город напрочь был разрушен. Да, 95%. 95%. Да? Ничего себе. Центра потому ничего не осталось, а история очень простая. Поскольку это узловой центр, он Станция. важнейший был стратегический объект, и американцы сходу его заняли. Мгм. Но вермахт тогда перекинул одну дивизию, по-моему, из Хальброна, и они вышибли американцев. А американцы в ответ пригнали тяжелую артиллерию и несколько дней обстреливали город и стерли его в порошок. Вы что-нибудь про Белую розу слышали? Нет, не слышал. Это антифашистское движение, была организация. Мгм. Эти Гешвистершоль, Мгм. брат и сестра. Они учились в Мюнхене, в университете, и распространяли листовки против наций. И самое интересное, это было, я сейчас не помню, 42 или 43 год. Естественно, гестапо их вычислила и повесила. Ничего себе. Да. Это один пример, как говорят, немцы все были за. Нет, это неправда. На Гитлера, говорят, больше 50 раз покушались. Вот это Якст, наша Якст, река, да. о которой я тебе говорил. Вот когда она разливается, уровень поднимается и затапливает нижние этажи. Можешь посмотреть. Я уже посмотрел, эта река потом впадает в Неккар. Она впадает в Кохор, а Кохор впадает в Никар, Никар, а Никар впадает в Рейн.
Вот под этим мостом лет 10 назад погибли два юноши. Они сели на байдарку и решили проплыть во время паводков по реке. Это когда вот это течение, Да, все, да? уровень поднимается до уровня моста. Можете представить? Да вы что? Да. Это все разливается. И они Нижние просто этажи, там стоянка, Ага. его затапливает. И они утонули там. И они застряли, где-то зацепились Ага. и задохнулись. Трагически, конечно. Два молодых человека, по-моему, 18-19 лет погибли. Это, конечно, трагедия. Люди книги, которые им не нужны, дарят другим людям. Ой, как это хорошо. Что тебя интересует? Сказки, Ну, в основном это художество. Рассказы, Окей, может ну быть, такие вещи какие-то. не лежат, как правило. Но мы поищем. Спасибо Вот эти большое. шарики, которых я вам рассказывал, Ага. наши знаменитые, можешь снять. Ну что, не крутятся, Виталий? Вот эти шары, о которых вы Ну, говорили, а как? да? А, не подали воду не подали, окей. Окей, noch nicht. Видите, были морозы, заморозки, и они поэтому не включили воду. А вообще Здесь что? подается вода, и эти все шары можно крутить. Снизу вода напором Они бьет. плавают. А, вот А, так вот под просто нап- даже, да, дети подходят Ты, и интересно. играются. Виталик, я взяла книжку о большой любви девочки к мальчику или мальчика к девочке, в общем. Короче, обоих. Да. Эта площадь называется Швайнплац, нет? Швайнмаркт. Швайнмаркт, да. Центр очень красивый, мне нравится. Да, вот это городской Брунен наш. Ну, воду пока не включили. Да, Я же да. говорю, вот были, сами знаете, какие заморозки. И пока, видимо, власти еще не включили, боятся размерзнется. Ну, уже почистили. Вы же видите, уже все приготовили. Ну, вот это вот наш Ратхаус. Можете снять, он горел. В основном, вот пойдемте посмотрим тафель. Вот символ города. Попу видите? Ага. Вот здесь стоит рассказать эту историю. Это похоже на нижнюю часть человеческого тела. Да, да. Заднюю причем. Вот такого мы не пробовали еще, ладно. Нет, не пробовали. Ну вот это вот самая попа спасла город. 3 города имперских собрались для того, чтобы напасть на... Динкельсбюль, Ротенбург знаменитый и Швебишхаль, где вы были. Они решили ограбить город Да, тогда так Крайзельсхайм. было. Вот, и осадили его со всех сторон. Да. да. И полгода его морили голодом для того, чтобы Ну, люди я сдались. немного ошибся, чуть-чуть короче было. В ноябре они пришли, а в марте уже ушли. Это было в 1397 году, 700 лет Очень назад. давно. И люди в городе, у них ограниченный запас еды, поэтому они должны были сдаться. Тогда это была нормальная тактика ведения войны. В осаду город берут в кольцо, отрезают его от путей снабжения. Практика, в принципе. Одно дело Понятно. штурмовать, а другое дело просто сидеть, пить пиво Ждать, пока не выйдет. и ждать, когда они принесут блюдечко с каемочкой, на котором будет лежать сумма выкупа, которую они назначат. А в результате оказалось, что они город осадили. Взять прямым штурмом они его не смогли. Мы посмотрим стены, есть кусочек стены. Осадили, ждут. Ничего не происходит. У самих осажденных уже тоже стали кончаться продукты. То есть дело пошло не по плану. А в городе еще хуже ситуация. И тогда горожане пошли на хитрость, как говорят по-русски. По сусекам наскребли, собрали в последнюю муку, напекли булочек и стали их бросать осаждающим через крепостную стену. У нас продуктов немерено. Мы тут еще год можем сидеть. Эти посовещались и говорят, хорошо, пусть женщина бургомистра, жена, показывает свою голую задницу нам. Она вышла на крепостную стену, показали, они посмотрели, женщина была справная, сказали, нам тут ничего не выгорит. Собрались и Поняли, ушли. что она не И голодная. с тех пор символом города уже 700 лет, по сути дела, является вот эта попа. Спасительница. Да. Попа И спасительница. празднуют освобождение города, в принципе. Снимать можно, нельзя в пустышку. Хорошо.
Отлично. Это здесь находится Альбрехта Дюрера? Да, вот сейчас мы увидим Алтарь, да, сделан, Вот он. расписан? Ух ты. знаменитый иконостас. И там вот можешь штафель снять, там на это все написано. Имя Альбрехта Дюрера очень всем известно, и вот этот иконостас расписан им. Я так понимаю, вот эти картины справа-слева. Типичная немецкая кирхи. Представляешь, как это монументально? Всю жизнь мечтала так Церковь открыта, люди могут прийти. посидеть, помолиться, подумать Да, о своих да, проблемах. Да. Был в одной церкви, и мне, ну, не мне, а нам говорили, что вот в таком органе в среднем 6000 трубок от нескольких метров до 6 миллиметров. Ты можешь представить? Я нет. Алло. Können Sie uns sagen, alltäglich jemand macht noch Karafengebet? Ja, dann 3 Stück bitte. Как они на вкус, скажи, пожалуйста. Bestimmt schmeckt es. Хорошие, они сдобные или такие себе? Gott sei Dank. Вы приехали, вы язык не знали. Doch, я его знал, но учился в советской школе. Вот так, как у нас там учили, Да. да, вот на таком уровне. На да. таком уровне и, Вот может, Балтийцы. чуть лучше. Бабушка у меня, естественно, немка. Чистая, швабка. Она же разговаривала, наверное, какие-то слова учила, да? Да, но там какие фразы? Какие фразы? Там нету темы для разговоров. Подай, принеси. Это, ты понимаешь, общебытовые, это одна история. А другое дело даже поговорить на какую-то тему. Я вот, допустим, могу разговаривать на определенные темы, а вот на другие уже сложно. Интересно про институт Гёте. Как вы там обучались? Да, Сколько? Как я туда попал? Да, и как долго вы там учились? 6 месяцев. А до меня учились полгода. А в тот момент, когда я уже приехал, уже все это дело Сократили. сокращать стали. Государство платило за это обучение? Или вы сами? Абсолютно. Это Арбайтсамт меня послал, у меня высшее образование. Первый урок проходило собеседование. Преподаватели определяли степень нашего знания языка, и я уже не помню, какую я, но не начальный я получил штуфу. У вас Он уже там- был какой-то уровень, да? Да, они определили, какой уровень, и с этого уровня я начал. И каждая штуфа было 2 месяца. Вот я прошел 3 штуфы. И какой вам дали сертификат, какого уровня? Значит, там так, никакого. Нам давали по уровням. Нам это дали уровень. Даже вам давали. Чтобы получать сертификат, нужно платить денежки. А мы приехали такие же, как и вы, с чемоданами, с 2 чемоданами на человека. И сертификат стоил 300 марок. И сказали, надо заплатить, дадим сертификат, но он ни на что не влияет. И тогда здравые люди сказали, ну и черт с ним. Зачем он нужен вообще? Когда приходишь к арбайтгеберу, да, к работодателю, он посмотрит сертификат, перевернет его и отложит в сторону, и начнет с тобой разговаривать. Получается, если бы я сдавал 3 раза 1000 марок, а мы получали тогда 840 марок, по-моему, без безработных. Можете представить, что это сумма, половина твоего месячного за один экзамен, и бумага, которая Ничего не- фактически тебе не дает никаких ни преимуществ, ничего. Зачем она нужна? Конечно. А сколько вам понадобилось вообще времени, ну, чтобы так вот свободно овладеть языком? Это ж не за 6 месяцев. Ты имеешь в виду, как я дошел до такой жизни? Я именно это имею в виду. Как говорят по-немецки, перфекцион hat keine Grenze. Это, понимаешь, улучшение не имеет границ. Сразу я кончил курсы, я мог в любое зайти, с любым поговорить. И на любую тему, как говорится, такого бытовое вот общение с продавцом, с покупателем, я не знаю, на фирме, что не понимал, переспрашивал и... То есть нормально. Видишь, а мы как-то, наверное, длиннее. А ну вы ж моложе, наверное. Вы ж во сколько вы приехали сюда? Ну, мне было 36. А, так Так, что, ребята? Они нас тут заблокировали. Они нас заблокировали, Они они работают по- прочищают. Канализацию, да? Да, и вот как-то так неудобно стало, ребята. Ну ладно. Подождем.
Это сейчас сточные воды они чистят? Да, как вы они думаете, чистят да? ливневку. Ливневку. Вот это вот как раз за это берутся деньги, когда говорят налог на дождь. Да. А вы уже сколько лет здесь, в Германии? Это 34 года. 34. Мы Ого. приехали 10 октября 1992 года. Вы, наверное, одна из первых волн иммиграции, да, вот это вот, который называется поздние переселенцы. Нет, мы не поздние переселенцы, мы фертрибены, изгнанные. А, вот так даже? То Да, есть у нас это специальный документ есть. М. Это потом пошли шпетаузидлеры, Ага. и сначала пошли так называемые аузидлеры, выселенцы, и потом пошли шпетаузидлеры, Поздние, да. поздние Мгм. выселенцы или переселенцы. У меня мама русская, у них смешанный брак с отцом, как говорится. Она сама тулячка, была высланная в Казахстан. Мгм. Ну, И как вы ехали сказать? из Казахстана уже сюда, Да, ехали, из да? Казахстана. А отец был тоже выселенный, еще ребенком. Ему было 12 лет, когда началась война, и бабушка тогда со многими детьми была депортирована в Сибирь, а потом в Казахстан. Слушайте, ну а джоб-центр тогда существовал уже, когда вы приехали сюда, в Германию, да? Это он в том виде, в котором он сейчас, он не существовал. Вот посмотри, видишь, у него специальная такая форсунка. Мгм. Видишь, все механизировано, все автоматизировано. Этот человек там, этот люк, а этот человек с этой, это один канал. Они уже Видишь, закрывают, соединенные. да, Они, да. вот этот промежуточный кусочек между этими Почистили шахтами, сейчас. Мгм. они, да, промыли, прочистили. Промыли, получается, да. Вон он нам показал спасибо. Давай, отъезжай. А мы поедем дальше по своим делам. Вы когда приехали, вам джоб-центр давал деньги на жизнь? Или кто-то другой? Мы получали безработные. Это назывался тогда Arbeitsamt. А, понял, название было другое, но Да. пособие по безработице вам платили, да? Нам платили пособие по безработице. Ну, видишь, когда первая волна была, они вообще тут вольготно жили. И Им всё тут, давали. да, Я слышал, давали даже какие-то подъемные деньги, да, на первый- даже за потерянное имущество, Как так? А, там, в той стране. которое Советы отобрали у немцев. У немцев даже где-нибудь на Поволжье или в Казахстане, да? И За ту землю, которую имел мой дед, его дети, мой отец и его сестра и братья получили, ну, небольшую, но хоть какую-то компенсацию. В России-то нам ничего не вернули. Мгм. Отобрали, выгнали. Вот, допустим, мой дедушка, он был довольно, ну, как скажем, ну, не то что богатый, ну, крестьянин, у которого было какое-то имущество. У него была пашня, у него там были коровы, естественно, ну, как бы сейчас сказали, фермерское хозяйство, Да, правильно же, да? И это, да. И, допустим, вот на месте сада, который заложил мой дедушка, потом образовался колхозный сад. Можешь представить? А Германия немножко компенсировала за это. Да, родители предоставили, ну как, все со слов, Со слов, да? да, потому что ну, документы все изъяты. Ну да, как же ты потеряны. докажешь? Да, это же Советский Это Союз, прошло да. полвека после раскулачивания. Ну, ты меня понимаешь, Да, о чем я да. говорю. Чем наш город был знаменит еще? Он был центром производства посуды. Ух ты. Да, из фаянса. Фаянсовой посуды, глиняной. Вот если у вас есть интерес, если музей работает, интерес. мы можем зайти и Я обожаю. посмотреть. Вот тоже кирхе, вот здесь вот порцелановая, это мы ее спросим, можно нам посмотреть посуду? Открыто на наше счастье. Вот старинные бани. А, это бани здесь. Здесь были и цирюльники, и рекари. И что сделал город? На месте раскопа он построил музей. Вот так. Сверху надстроил, и получился музей. Ну, молодцы. Вот этого здания не было, да? Нормально? Вы были вообще в банях в общественных в Германии? Нет. Ни разу. Ну, в бассейнах разного типа. Ага. Но вы слышали о том, что они тут купаются все вместе и в обнаженном виде? Неправильно. Неправда, да? Есть дни, когда вместе, Ага. а есть раздельные дни. Ты можешь прийти в день, когда будут бабушки, тетушки со своими прелестями,
А можешь прийти в чисто мужской или женский коллектив. Люди как же тебе разные. хочется, да? Как, Да, люди как же тебе разные. И допустимо. поэтому всегда висит, ну вы меня Расписание, поняли, да? в какие То есть- дни, кто и как. То есть не обязательно. У нас есть сауна, если хотите, идите, я вас спровожу. Спасибо. Вот посмотрите, старинная игра. Вот массер. И брили, и стригли, и кровь пускали, все делали, и лечили. Вот эти все гравюры, вот все, видишь, даже что-то с ножом вот тут Массаж. бродит. Не знаю, что там режет. Вообще интересно, да? Да, человек? вот, Что-то эти- пожалуйста. И пируют даже. Слушай, да они с распутницами тут. Ну да, я же говорю. А это ж- вот, выяснилось, вот да? эти бани, да. Здесь Вот стоит Бадештубен, Орте, Эротишер, Гезелихкайт. А, эротиш. Эротиш, Гезелихкайт. Пивные кружки знаменитые немецкие. Вот с Деккелем. Они фюбир, Массив und so weiter. Und schwer, natürlich. Вот это крепостная стена, откуда наша бюргомайстерша показывала свои прелести. А вот слева от нее можно открыть дверку и посмотреть. Вот это называется диптур. Воровская тюрьма или ну, каземат, или как его называют по-русски. Да? Да. Тюрьма. Да, вот эта башня была тюрьмой, и вот дверку можно открыть и посмотреть, в каких условиях жили. И даже по легенде здесь содержались последние ведьмы Карлсхайма. Это в 17 веке. Пойдем посмотрим. А их сверху опускали, это сейчас дверку сделали, а тогда тут было глухо. В смысле сверху опускали? Ну, со стены, крепостной. Вот окна, видишь, Да, там да. дырку видно. Отверстие, куда их опускали. Ведьм? Ну, сажали туда внутрь, чтобы они не убежали. Это сейчас дверка, а тогда ее не было. Иди, зайди, посмотри. Какой ужас. Держи. Ладно, представляешь, быть... Знаешь, их сверху опускали и сюда сажали, тут дверки не было раньше. И они здесь сидели. Оттуда опускали. Вот сверху было отверстие, видишь? Да. Вот за ними наблюдали, оттуда их сюда опускали. И вот их сюда опускали, это мешок каменный был. И они И- тут И сидели. вот тут их содержали. Ведьмы это девушки красивые. Ну, наверное. Какой ужас. Слушайте, и никто здесь не нагадил вот сейчас. Ну, накликаешь беду на нашу голову. Я просто представила, как это вот, если тебя опустили. Как это все давит. Да? Жесть. Да вообще сидеть в этой яме каменной. Надо слушаться. Ну ты посмотри, какая стена. Вот это камень древний, вот из Раз. такого камня кладка, это же кладка, древняя кладка. Вот две, Видишь, два какие моих эти охвата. Это больше 2 куски какие-то, я не знаю, где их там на речке или где они Ну да. в То есть выбраться карьере. вообще нереально. Ты вот в мешке Ну, вот тебя если в бы яму попали, опустили, а сверху охранник сидит. Вокруг бойницы. Такая камера для пропуска была. Ворота закрывали. там стояли. Если что, тебя ты там ничего не сможешь сделать. Выходили таможенники. Я тебе просто хочу показать крестьянские хозяйства, находящиеся в городе. Это особенность Германии. Ну, естественно, не в центре. И эти крестьяне живут в деревне и в то же время в городе. Вот эти виллы разные. И вот сейчас мы въедем на крестьянскую, так сказать, территорию. Увидишь коровники, увидишь технику, если она стоит. Вот справа не узнаешь ничего. Ну, ферма, по-нашему это ферма, как бы, да. Вот здесь Силосная яма. силосная яма, да. Вот да. был город, и вдруг вот она деревня. Я, конечно, заеду, но если что, мы крестьянину этому объясним. Ты говорил про солнечные батареи. Обрати внимание, крышу сними. Все крыши
у крестьянина, что вот здесь, что вон там, где стоит его техника, все усеянные. Запаха не слышу. Обычно воняет же страшно, а сейчас... или мы... Ну-ка вытащи свой нос, шнобель, свой О, шнобель. слышно, слышно. Пахнет деревней, Действительно пахнет деревней. родным повеяло. Вы посмотрите, какие коровки. Упитанные, да? Так а ты Спокойные. посмотри, какого они размера. Огромные, действительно. Я же тебе говорил, маленькие слоники. Вот это да. Шикарно. Упитанные такие. Но это бычки, по-моему, здесь. Может быть. Это бычки, да. Да. По виду это бычки. Ну, коровенки, поверь, они будут не меньше. Так, хозяин скажет, что ты тут катаешься, запишет наш номер. Вот эти вот ангары, И им может не понравиться то, что мы катаемся по их территории. мы заблудились. Мы заблудились. Мы заблудились и уехали. Если рассказать... Буренки все на месте? Да, да. Все. Курочки, яйки, эти зайчики, все там, там. Вот тут вот я иногда езжу на велосипеде. Вот видишь, я тебе не соврал, что в поля ведет асфальт. Не тот асфальт, но это асфальт. Ну да, да. Ну вот такое кладбище окраины города. То есть это кладбище небольшого района города Крайльсхайм. Это здесь как бы маленький городок в городе получается. Могил немного, потому что дорого хоронить. В Германии на этом конкретном кладбище 5000 стоит такой небольшой участочек. Вот я так думаю, вот такой вот квадратный участочек на 35 лет. Яков сказал, можно захоронить 2 персон в гробах на таком участке и еще плюс 8 персон кремированных. За 5000 на За 35 5000 на лет. 35 лет, да. Если хочешь продлить, то через 35 лет доплачиваешь, но там могут цены быть уже другие, все может измениться за такой период времени. Даты какие? Даты вполне свежие здесь, на этих памятниках. А это потому, что, видимо, люди по истечении 35 лет не слишком часто продляют, наверное. 35 лет памятник простоял, и что, его демонтируют, что ли? Надо спросить. Как называется ресторан? Ох, хороший вопрос. Крестьянский. Крестьянский ресторан. И там... Что-то полиция стоит. Это и ДТП случилось. видишь? ДТП, да, действительно. Неприятности людей. Эту машину уже погружают. Это он приехал эвакуатор. Эвакуатор. Нехорошо. Региональмаркт. Да, это все, что наши бауэры продуцируют, производят. А справа магазин. Можете зайти в это магазин, магазин. и показать. Вот тут вот продаются крестьянские продукты. Тоже можете. Я вот сюда встану, чтобы никому не мешать. Ну, тут, естественно, детский уголок, ну, как обычно, возле ресторана. Места больше, чем достаточно. Снимаю, да. снимай не хочу. В уголке сядем. Да, чтобы никому не мешать. О, здесь система самообслуживания, да? Это как шведский стол. Набираешь свой, а то, что мы с тобой заказали, он опять принесем. Сейчас нам жарят. Это же ресторан. Я понял. А это дополнительная еда, которая не стоит, входит в заказ, да, или как? Отлично. Ух ты, Залека. Опс. Эльза, Вижу картошку и 2 шницеля, или как это называется? это шницель. Шницели, да? Швайншницель. Швайн. Ух ты. О, филин данк. Это Einen guten Appetit. танте. И запах такой отличный. Королевском. Мы просто как королевском. Вы здесь будете сидеть или Где там? я буду здесь? Я хотел просто Ладе обслужить, помочь, а я отошел, чтобы как тебе приятно. не попадать в этот... Лада, помоги этим выпасть с носика грибочками. Заклинили. Ой, спасибо, хватит.
У нас сегодня просто какой-то чудесный день. Столько всего интересного, столько всего вкусного. Спасибо вам. Ну-ка попробуй. Поэтому я вам сказал, вы, ребята, должны себя пожалеть. Вкусно Очень мясо? вкусно, и соус очень вкусный. Он очень подходит сюда. Чем мясо это интересно, она сочнее и мягче обычной свинины. Не такая жесткая. Слушай, ладно, представляешь, это называется крестьянский ресторан. Ничего себе крестьяне живут, да? Огромный. Немецкие крестьяне, ты же уточняй. Немецкий. Немецкие крестьяне живут вот так. Вот вы приехали давно, и была одна экономика, одна страна, порядки были немножко другие, меньше воровства. Изменилась Германия за последнее время в лучшую, в худшую сторону, как вы считаете? Вот, Ну, человек же в течение жизни он не бывает одинаково, да? одним и тем же, он же меняется. Да. Вот я живу 30 лет в Германию хоронят. Надеюсь, я еще 30 проживу, и пусть ее также хоронят, а пусть она вот все остается вот таким образом. Вот мы получили чек, в котором общая сумма за троих человек 64,80. 64 евро 80. Я разделил эту сумму на троих, получилось почти 22 евро на человека. Мне кажется, за такую еду, за такую массу еды, это не так-то и много, да? 22 евро на человека. Там вообще, Лада не смогла съесть, на самом деле.